Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз. Октябрь 2025, знаки судьбы. События октября и чего ждать, давайте с вами узнаем. У нас сегодня две колоды, знаки судьбы. Это колода Ленорман Чиро Маркетти. И на колоде Таро мы дополним некоторыми вопросами. И основные энергии октября месяца нам говорят, это где-то с учетом планетарных транзитов, не искать что-то мимолетное. И, скорее всего, у вас даже желания не будет. Внутренний настрой на более что-то весомое, искреннее, настоящее, чем просто комплименты или чья-то, пусть даже завораживающая новая игра. Вы ищете настоящей любви, настоящие связи. Слушайте свою душу. Не все то, что блестит и привлекает наше внимание, на самом деле достойно вас. Потребность в правде. Но правда это не выражается в дистанции. Я не про гордыню ни разу. Или наоборот, уединение, когда мы замыкаемся в себе. Ключи вашей судьбы будут поддерживать, с одной стороны, огонь в ваших отношениях для тех, кто в паре, или определить для себя надежных партнеров, или вообще, если вы даже сейчас один или одна, определить, каким вы хотите не просто видеть человека, я не про внешние данные, а что вы намереваетесь ощущать в этой паре. Вот именно чувства, и при этом не забывая о личном пространстве. Благоприятные очень будут короткие поездки, спонтанные маршруты, совместные вечера, мои дорогие. Но если вы, правда, один или одна, вы можете притягивать людей, но тогда определись среди тех, кого вы притянули, кому на самом деле стоит уделять внимание, время тратить, или это, не более как флирт. Знаки судьбы, 3 карты. В каких сферах жизни или в чем вам доведется принимать важные решения. Но какие-то подсказки все равно не будут, правда? Может быть и человек. 2 персональные карты тоже. В колоде Ленорман есть. И на арканах Таро какие энергии идут в вашу жизнь. Первая карта. Что нового идет на ваш порог? В чем вы, возможно, поставили точку, а продолжение следует? Или в целом, что будет продолжаться? По основным сферам жизни. Энергия любви и сфера личной жизни. Сфера финансов, энергия денег. И сфера ваших достижений, работы, тут и планы, тут и дела, у кого что, у кого-то учеба. Итак, первый знак судьбы. Ну вот и персональная карта. Если это разговор идет о девочках, мои дорогие девушки, женщины, это какой-то важный мужчина в вашей жизни. Но, может быть, и это партнер по личной жизни. Хотя карта нам не говорит, тут присутствует значение, как туз червей. Но, может быть, да. Или желание иметь такого человека, который понимает вашу душу. Вот это душевное тепло, оно важнее, нежели какие-то внешние фейерверки. Но я могу допустить, мы все разные, у кого-то это может быть руководитель или еще какие-то дружеские контакты, которые для вас тоже имеют большое значение. Но все-таки персональная карта выпала, поэтому без роли мужчины для девочек никак не обойтись. А для вас, мои дорогие мужчины, это вы сами что-то задумали. Может быть, все-таки личная жизнь, поскольку туз червей, соответствие, да, этой карты, когда мы продумываем тоже какую-то личную историю, тут самое главное не углубиться в какие-то сожаления или прошлые разочарования. Наверное, действительно слушайте свою душу, а, ощущайте, какой партнер вам необходим. Ну, а может быть, это какие-то даже для людей семейных, или тут мы не привязываемся именно к личной жизни. Для кого-то из вас, мои дорогие мужчины, это какое-то самовыражение. Хотя больше карта с цветком в руках у нас мужчина показан. Здесь все-таки какая-то личная история. Может быть, это та история, которая зарождается дружбой. Или как новое знакомство, когда вы даже банально занимаетесь своими делами или что-то изучаете, и новая встреча, кто знает, кому вы готовы тоже дарить тепло, вот именно душевное. Интересно, личная жизнь все-таки буквально на пороге. Но я могу сказать, явно одиночество вам не помогает, мои дорогие. Посмотрите, клетка, ключи, открыта дверца.
33. Если сложим по нумерологии, это 6. Я всегда говорю, 6 – это число победителя. И, конечно, победа – это не та, которая приходит из ниоткуда. Поэтому выйти из одиночества, пожалуйста, завершить вот какой-то сольный вариант и выйти навстречу судьбе, хочется сказать. Хоть и говорят, что судьба на печи найдет. Ну, это все иллюзии, будем говорить. Ну, если мы, к примеру, понимаем, что в прежних наших контактах, связях нет нашего человека, то понятно, что как минимум диапазон общения, ну, следует расширить или впустить, позволить новым людям войти в вашу жизнь. Но не замыкаться, то это точно. Время выхода на авансцену. Но, опять же, не в ущерб себе, не в ущерб, ну, каким-то своим чувствам или, может быть, даже в новых знакомых понимать, этот человек на время или может быть, и не торопить какие-то события, а узнать друг друга получше, насколько откликается чаянием вашей души. Но уж точно не замыкаться – это факт. Может быть, из какого-то застоя, мои дорогие, потому что все же у нас восьмерка бубен. Это еще и карта работы одновременно, да? Или когда мы ну, хотим изменить свое финансовое положение. Может быть, много будет работы. Я такое могу предположить, потому что, в принципе, на работу месяц, октябрь, он достаточно такой производительный. Может быть, это тот момент, когда вы надумаете строить карьеру или возьмете подработку, или будете рассматривать дополнительный доход. Но явно тема собственных достижений, как и финансов, будут тут переплетаться. И тут тоже тогда не совсем сидеть в ожидании, когда нас заметят. Вот этот момент мы тоже можем переложить и на сферу ваших достижений. Будьте внимательны, это как знак судьбы. Третья карта, третий знак. Ну вот, наверное, смотрите, когда выпадает гора, это какое-то препятствие. И нам не говорят, что это непреодолимые препятствия, хотя тут у каждого по-разному. У кого-то это может быть связано с тем, что вот есть планы, но вот сейчас их осуществить как-то сложновато. Может быть, вы будете искать пути дорожки, чтобы эту гору обойти. Но хочу сказать, у нас в октябре, да и всю осень не происходит все случайно. Если что-то и как люди приходят в нашу жизнь или какие-то события, стало быть, нам нужно проанализировать, для чего это нам дано. И здесь может быть, если мы долгое время пытались осуществить какой-то вопрос, а все время словно упираемся в стену, то тогда знак судьбы «подумай, лев», а так тебе уже нужно именно вот в этом направлении идти. Если ты уверен, проанализировал, то тогда просто обходной путь мы ищем. А если, ну, не так, вот и мне это необходимо, или в каком-то деле вы понимаете, потрачу всю свою энергию, а энергообмена не будет. Ведь эта карта может касаться, к примеру, даже работы, если мы говорим, да? Работа – это что? Это куда мы несем свои таланты или тратим свое время, свои силы душевные, физические. И значит, получать эквивалент, вот как финансовый, денежный, он вот, этот баланс, он должен быть эквивалентным каким-то. Но если мы много работаем, и ни работа нам не приносит ни радости, ни финансовая, может быть, сторона дела вопроса тоже как-то барахлит, тут самое время задуматься, а может быть, какие-то новые пути дороги. То есть вот такая карта немножко с философским смыслом, все неоднозначно, но задуматься об этом определенно стоит. Куда-то мы сами не пойдем, но иногда и нам судьба часто закрывает двери, потому что открыта какая-то другая дверь, другая возможность рядом, а мы не видим и настойчиво пытаемся решить какую-то одну проблему или одним методом, способом. Тут явно нужно какой-то способ или метод менять, или направление, мои дорогие. Может быть и так. Ладно, давайте мы узнаем, какие энергии идут в вашу жизнь. Луна. Со знаком плюс это те энергии, которые тепло домашнего очага, единение души. Вот те люди, которые надежные, которые мы доверяем. У кого-то напрямую будут касаться вопросы вашей семьи для людей семейных. Это не обязательно на партнерстве только, да, замыкается. Может быть, это и родственники, какие-то контакты, связи, вести. По Луне это еще что-то неопределенное. Это всегда есть какие-то,
Ну, знаете, как ориентиры или образы, а вот конкретики пока никакой. Тысяча неопределенностей. Вот, видимо, с чем-то вы будете разбираться, это правда. У нас как уже и клетка открыта, но есть еще и гора. То есть куда-то мы точно или откуда-то словно выходим, завершаем. Но есть и то, как препятствие, во что мы можем упираться. И если вот это препятствие, где-то Луна нам и говорит, ты что-то, Лев, просчитай. Да, карта старший аркан. Когда старший аркан – это всегда внешние события, на которые мы не влияем. Но они, тем не менее, влияют на нас. Может быть, в некоторой путанице настало время проводить параллели, так ли уж вам это нужно. Но все же мы спросили общим вопросом, какие энергии, когда карта Луна выпадает. Тут, знаете, остерегайтесь толпы. И буквально вот это выражение «меня несет толпа». Мы можем наивно полагать, что когда мы оказываемся в толпе, мы собой управляем. А нет, так не бывает. Поэтому иногда это просто такое, ну, небезопасное состояние. И если вдруг даже на улице, где-то внешнее событие, вы оказываетесь в толпе, помните, мои дорогие львы, вам в другую сторону. Если это толпа, мы можем применить к коллективу. Не секрет, что на работах у нас бывает, если вы работаете по найму, когда присутствуют именно другие персоны, кроме вас, то тут такие вот, знаете, коалиции складываются. Одна за руководителя, другая против, какие-то сплетни, грубо говоря. Так вот вам ни туда, ни сюда, то есть ни к одним, ни ко вторым примыкать не нужно. Вам в данном случае немножко самим по себе. Для вас это более тоже безопасно. То есть если вы не знаете что-то наверняка, не просчитали или нет возможности вот какую-то правду раздобыть, то тогда повремените с принятием каких-то или вынесением даже вердиктов. Здесь не взять какие-то обязательства на себя. Может быть и так, мои дорогие. Но все, что касается эмпатии, здесь со знаком плюс. И интуиции, мои дорогие, слушайте свою интуицию. Вторая карта. Что нового идет на ваш порог? Заработки, финансовое благополучие, успех по работе. Могут быть завистники, мои дорогие. Поэтому, если вас что-то вот тормозит, все-таки нужно самому переосмыслить. А может быть, ну, не жить на волне того, что говорят в окружении. Прислушаться стоит, проанализировать – да, но доверять, наверное, все-таки нет. Может быть, вот эта ваша сильная позиция как раз и будет заключаться в том, что вам придется словно быть третейским судьей. Может быть, и на работе все-таки Пентакли – это больше про работу. Но то, что и есть возможность построить карьеру, заработать деньги, ну, это, безусловно, да. Поэтому по финансам есть возможность решить даже сложную ситуацию, об этом нам говорит карта. Ладно, третье. То, что вам хорошо знакомо или в чем вы поставили точку. Какое продолжение? Любовь вообще-то, рыцарь чаш, комплименты. Карта, кстати, не говорит о том, что это что-то долгосрочное. И для тех из вас, кто в отношениях, те, кто в паре, ну, это значит, какие-то будут в ваших взаимоотношениях с вашим партнером просто приятные периодические моменты, хорошее настроение, флирт, легкость на подъем. Я говорила, что в принципе, это, знаете, вот если какие-то спонтанные поездки, может быть, без маршрута конкретного, когда вы вместе собрались и провели вечер, может быть, сходили в ресторан, в кафе, или просто посидели дома при свечах, поговорили по душам, или куда-то вместе отправились на прогулку или какое-то короткое путешествие. Это вас все будет сближать. Но по этой карте могут быть и новые знакомства. И вот здесь, конечно, у каждого по-своему. Вообще рыцарь чашник говорит, что мы строим планы. Нас больше карта призывает вдохновиться моментом, правда. И даже если это касается недавних каких-то знакомств, да, но вроде знакомство будет продолжаться. Но эта карта больше говорит о том, что это нас вдохновляет на короткий момент, не более. Но нужно время для того, чтобы узнать человека лучше. Но хорошее настроение, в целом вот такой фон у вас будет. Хорошо? Энергия любви. Ну вот интересно. И сфера отношений, что-то вы тут будете решать. Туз мечей всегда выход из лабиринта.
Может быть, и правда по отношениям есть что-то очень важное в вашей паре, или пусть это новые люди даже, да, или недавние люди. Вы тут будете явно что-то анализировать. Вообще, это холодная голова. Или из какой-то путаницы вы как раз выходите. Может быть, это вы, то, что касается ваших родственников. Или, возможно, даже прежней какой-то истории все-таки вот гора не просто так нам выпала. И я говорю, препятствие. А здесь вот это препятствие мы знаем, как вопрос решить, как разрулить какие-то отношения, решить какую-то ситуацию по части личной жизни. Но это хладнокровие, это больше, это тут ни разу не про эмоции. Мы тут можем, ну, как изменить даже метод общения, да, смотря кого и чего касается вопрос. Но тут нам больше говорят, увы, не о чувствах, о рационализме. Значит, может быть, есть и эмпатия, да, по аркану Луна, и любовь, но, тем не менее, будут те моменты, которые касаются именно лично вас, когда вам нужно будет принимать важное решение. Ну вот, наверное, не случайно персональная карта выпала. И то, что я говорила еще до карт. Не комплименты вам, не фейерверки нужны, а душевное тепло. Вот, видимо, как-то вы будете переосмысливать вашу историю. Или, может быть, у кого-то прежде, ну, завершилась уже эта история. У кого-то, может быть, и суды идут, кстати. Я ведь тоже могу такое предположить. То вот здесь, похоже, намечается уже итог каким-то процессом. Но не могу сказать, что лев вот в таких безоблачных каких-то энергиях даже в отношении личной жизни. Да, вот радует, вдохновляет, что-то вам приятно, без сомнения, это присутствует. Но это как бы само по себе, да, вот как будто так. А голова у вас работает так вот холодно, трезво, рационально. Не готов лев вот буквально окунуться без остатка в омут каких-то отношений. Может быть и новых. Но я так вижу, наверное, это правильно. Ну, холодности тоже не должно быть. Но может быть вот эта эмпатия, душевное тепло вы готовы дарить только тому, кто этого достоин. Это тоже правильно. Ладно, давайте узнаем энергия денег. А ведь и правда, посмотрите, здесь у вас выйти из какой-то сложной финансовой ситуации, десятка мечей, мы закрываем в прошлое дверь. Может быть, новые способы заработка или, а может быть, это просто у кого-то даже, если вы работаете по найму, ну, с новостями будет связано. Новые системы взаиморасчетов, почему нет? Десятка мечей все равно об окончании чего-то. Может быть, это смена руководства, и вы понимаете, новая метла по-новому метет. Значит, и мне придется где-то перестроиться. Но вверху как раз не бойтесь отпускать прошлое. Вот все то, что я говорила по горам, да, карта. Может быть, это даже какой-то ваш личный проект. Пробовали много раз, но вот все время не получается. Тут придете к выводу, что нет, так это уже не работает, и явно вы будете от какой-то прежней стратегии, тактики отказываться, потому что это не имеет смысла. А при внесении каких-то моментов, деталей, ведь это тоже у нас позиция, когда мы спросили, что новое идет на ваш порог. Значит, деньги можно заработать, но альтернативным путем. Или, как минимум, рассмотреть для себя второй источник дохода. Ну, есть о чем подумать и по финансам тоже. Может быть, это будет связано даже с обучением. Но вообще возможности по финансам есть. Причем, я бы сказала, даже на какую-то далекую перспективу. Хорошо, сфера как раз работы, дел, ваших планов. Вы знаете, надежные люди – это основа основ. Наверное, это касается не только личной жизни, да, когда там, ну, есть какая-то пафосность, или нам там что-то обещают, ну и что? А на самом деле, ведь многие отношения, они проверяются временем. И время это оно, тут у каждого свои рамки. Иногда мы ну, годами, кто-то десятилетиями узнает людей. И, если прежде мы думали что-то хорошо, потом у нас коррекция идет. Ну и наоборот, иногда мы узнаем людей заново, думая, что, ну, может быть, прежде человек как-то резко высказывался в наш адрес, и мы думали, что это наш противник. А, ну, может, банально человеку не хватало такта, а на самом деле он в своей душе ничего плохого не затевал. Вот есть какая-то дружба.
есть какие-то отношения, и они именно вам помогают. Здесь вообще правильные контакты для вас будут важны, потому что от этого и выигрывает ваша самодостаточность. Я могу предположить, финансовая какая-то сфера, но здесь есть поддержка, безусловно. Есть вот тот человек, как будто, который у вас уже надежный. И это на сферу работы, ну хотя, может быть, это и какие-то согласования, мои дорогие, документы, подписание контрактов, пересмотры контрактов. Ну, здесь я вижу продолжение именно следует. Причем 6 – это всегда своеобразная победа. Причем это та победа по шестерке чаш именно в этой колоде. То, что имеет продолжение. Хотя, кто его знает, может быть, это вы по работе или занимаясь какими-то рабочими моментами, знакомитесь с новым человеком. Вверху у нас рыцарь чаш. Да, нам говорят, не беги, лев, пока впереди паровоза. Тут ты рискуешь что-то, если начнешь настаивать или как-то ускорять развязку ваших отношений, то ты рискуешь поставить телегу впереди лошади. Это тебе явно не поможет. А вот узнать друг друга получше, ну, может быть такое, что даже через ваши достижения, какие-то интересы, курсы, обучение, у кого что, да? Здесь приходят новые люди в вашу жизнь, и я, в общем-то, об этом тоже говорила. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. А я благодарю вас за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.